Обзор ультраранних и ранних сортов винограда. Здравствуйте, уважаемые любители винограда! В этом ролике постараемся показать, какие сорта на сегодняшний день, а это начало августа, созрели на нашем винограднике. Мы покажем ультраранние и ранние сорта. То, что созрело, то, что набрало сахар. И еще скажу, что мы снимем частями ролик. Не будем сразу снимать большой, огромный ролик, который тяжело будет смотреть. Сортов 20 с лишним снимем. Это будет первая часть. Дальше постараемся снять вторую часть. И вначале также скажу, каким был год 2024 для виноградарей. В каждом регионе все было по-разному. Расскажу, что было в Белгородской области. Если я скажу, что год был тяжелым и сложным, это считайте, что я ничего не скажу. Весна была ранняя, проснулись почки, росли побеги, и мы радовались. Подумали, все, возвратных заморозков не будет. И что вы думаете? Возвратные заморозки не заставили себя ждать. И что? Пришлось бороться за урожай. Мы огородили весь участок, зажигали костры, свечи садовые. То есть боролись за жизнь наших кустов и за урожай. И что вы думаете? Конечно же, виноград – культура благодарная. И то, что мы имеем сегодня, хотя частично что-то где-то пострадало, но мы довольны, мы никогда не жалуемся. То, что мы имеем, мы за это благодарны. И сегодня начнем, как мы уже сказали, обзор первой части. Приятного просмотра! Итак, первым хотим представить вам гибридную форму под названием «Зевс». Автор селекции – Калугин Виктор Михайлович. Посмотрите, какие красивые нарядные ягоды, вытянутые ягоды. По плотности мякоти, сорву одну ягодку вот здесь и ради вас попробую. Есть небольшой хруст, и сейчас разрежу мякоть и посмотрим, насколько она плотная. Если посмотреть, вот здесь ободок белого цвета, каемка, и можно сказать, что плотная мякоть. Этому кусту всего лишь 2 года есть, и этот вегетационный период у него третий, то есть 3-й год вегетации. Поэтому мы не стали вешать много гроздей, много поудаляли и оставили несколько сигнальных гроздей. В следующем году постараемся его подгрузить. Следующая гибридная форма Щенникова Олега Николаевича под названием «Льдинка». Вкус тут бесподобный. Сейчас попробую тоже на камеру одну ягодку. Аж хрустит, и сильный мускат. Кто любит мускаты, можно сказать, для гурманов это ягода. Здесь сейчас вы видите один рукав на прививке. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 сортов привиты на этом кусту. И на одном из рукавов у нас льдинка. Что можно сказать? Срок созревания очень ранний. По урожайности здесь было по 2 гроздочки. Мы в основном оставили по 1 гроздочке, чтобы не подсадить куст. Следующая гибридная форма на нашем винограднике очень раннего срока созревания, подарок Винокурову. Почему нам нравится эта форма? Очень раннего срока созревания, очень урожайная. Каждый год завязывается на побег по 2 гроздочки, но мы обычно оставляем 1 гроздь. И еще, чем она мне нравится, так как она ультрараннего срока созревания, у нее даже здесь пасынковый урожай мы оставляем. Немного, но оставляем. И осенью они как конфеты. Когда мы осенью работаем с лозой, подходим сюда и лакомимся этими сладкими вкусными ягодами. Давайте попробую сейчас на сахар, на вкус. Не хрустящая, мягкая, но не жидкая. Очень хороший сахар.
и хорошая гармония. Что означает хорошая гармония? Это когда кислота и сахар в хорошей пропорции, и приятно кушать такую ягоду. А следующая гибридная форма очень раннего срока созревания называется дынька. Автор селекции писанка Олег Михайлович. Очень раннего срока созревания, лоза прекрасно вызревает. Что по вкусу, что по мякоти, сейчас скажу. Очень сладкая, аж слипается. Во вкусе фруктовый мускат. И хочу сказать, что это форма для гурманов, для тех, кто любит полакомиться, кто хочет покушать вкусный сладкий виноград. Кстати, когда я говорю слово «вкусный», я подразумеваю, что вкусный для меня, потому что у каждого человека свое восприятие на вкус. Мне эта форма очень нравится по всем параметрам, по урожайности, по цвету. Посмотрите, какой он яркий. Один из лучших сортов, считаю, которые есть сейчас из ультраранних форм. Следующая гибридная форма под названием медовый. Есть мускат медовый, это просто медовый. То, что он называется медовый, неспроста. Изумительный вкус. Первое. Срок созревания очень ранний. В этом году, 2024 год, он был готов уже к 20 июля. Самый первый созрел на нашем винограднике. По вкусу, вот сейчас вот тут желтую ягодку сорву, можно сказать, что он давно, вот смотрите, желтый-желтый, давно созрел, уже перезрел, наверное. Очень вкусный, ароматный, мускатный и очень сладкий-сладкий. Этот куст, к сожалению, пострадал у нас немножко. Он находится у забора, и в этом году были заморозки. Много соцветий погибло. И снизу он отбил. Посмотрите, все грозди висят на земле, лежат. Мы даже постелили агроткань, вот застилочную агроткань, чтобы грозди не лежали на земле. И посмотрите, какой урожай. Грозди огромные, длинные. Очень потенциальный сорт с ультраранним сроком созревания. Сейчас мы подошли к очередной гибридной форме под названием «Владыка ночи». Автор селекции Бурдак Александр Васильевич. А что можно сказать по ней? Очень раннего срока созревания. Одна из первых также начала окрашиваться. По сахару неплохо набирает сахар. Сейчас по вкусу скажу. Сладкая ягода, хрустит, мякоть. Кожица уже раскусывается, видно, что хорошо созрел этот сорт. И во вкусе присутствует такой легкий вкус чернослива. Гармоничный, со вкусом чернослива и очень вкусный, на мой взгляд. Ну что могу сказать, мы довольны и будем дальше работать с этим сортом. А перед нами сейчас гибридная форма под названием Басанти. Автор селекции Бурдак Александр Васильевич. Очень интересная ультраранняя форма. Что по ягоде? Тяжелая на отрыв. На нем есть такой пруин. Если стереть этот пруин, ягода блестит. Огонь. Просто огонь. На вкус. Откусывается как яблоко. Вот тут одна семечка. Хрустит, как яблоко. Сладкая, плотная мякоть. Вот если надавить, не жидкая, то есть не течет, как яблоко. Что мне нравится в этой форме? Первое, посмотрите, цвет какой яркий, нарядный, рыночный, товарный, очень привлекательный. Второе, хорошее сахаронакопление. Ягода не жидкая, такая плотная и хороший сахар. Шикарный сорт для северных регионов, особенно для северных регионов. Эта форма мне так понравилась, что мы посадили
второй куст себе. И с увеличением древесной массы, увеличением с возраста грозди будут гораздо больше. Очередная гибридная форма. Перед нами Бананас. Автор селекции Писанко Олег Михайлович. Интересный вкус. Вкус какой? Ну, сейчас вот ягодку сорву, распробую. Кстати, тяжело рвется. Без хруста, но устойчивый вкус тропических фруктов. Вот кто любит тропические фрукты, это для вас. Но есть один недостаток. Какой? Долго не висит на кустах. Но если вы берете для семьи один кустик, то это идеально. Созрел, срезали, покушали или реализовали, и все нормально. А сейчас мы подошли к гибридной форме под названием «Подарок Белоруссии». Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Очень раннего срока созревания. Сейчас скажу по мякоти, по вкусу. Мякоть с хрустинкой, вкус гармоничный, хороший сахар, раннего или очень раннего срока созревания. Белая вот такая мякоть, смотрите, вся мякоть белого цвета, плотная. Она также похожа на флагман и днепровский сувенир. Чем-то они похожи. Это то же самое, как Преображение, Виктор и юбилейного Черкасска. Они тоже чем-то похожи, но какое-то отличие есть. На нашем винограднике посажены все три формы, и мы будем тоже в будущем их сравнивать. Также на сегодняшний день созрел Квазар. Вот такая красивая гибридная форма Калугина Виктора Михайловича. Что мы имеем на вкус, на цвет? Ягода вот такая под пруином, блестящая, красивая, вытянутая. На вкус плотная. Косточка, хотя еще зеленая, но сахар уже хороший. Что я могу сказать? Форма новая на нашем винограднике. Этому кусту 3-й год вегетации, и мы оставили 3 гроздочки на этом кусту, чтобы просто испытать эту форму. Эта форма на испытании. Пока ничего не могу сказать. Пока на испытании эта форма. Мякоть белая, хрустящая. Очередная гибридная форма Монблан. Автор селекции Бурдак Александр Васильевич. Лет, наверное, 5 или 6 этому кусту на нашем винограднике всегда стабильно дает урожай. И вот сейчас я вот подсел, эту гроздочку уже умял и не могу понять, что за вкус. Пожалуйста, у кого растет эта форма на винограднике, в комментариях напишите, что он вам напоминает. Или это груша, или фрукты какие-то. Вот какой-то приятный привкус. Что хочу по нему сказать. Срок созревания очень ранний. Где-то 20 июля он был уже готов. Висит до сих пор. Уже вот немножко даже сморщивается, но сладючий, аж слипается. А сейчас перед нами гибридная форма, или по-другому сказать, кишмиш ириска. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Пожалуйста, посмотрите на этот шедевр, насколько он красив. Ровные ягоды. Какого класса бессемянности он? Вот сейчас возьму обычно верхние ягоды, бывают с костями, с косточками или семечками, как хотите. Разрежу и посмотрим. Вот я сейчас вот смотрю, маленький, тоненький рудиментик вот здесь есть, он при еде не ощущается. Тоненький рудиментик, больше ничего нет. Получается 1-2 класс бессемянности. Цвет красивый, нарядный, урожайность высокая. Сейчас вы видите один рукав на прививке. Вот такой урожай. Мы для себя посадили 2 куста на свои корни, то есть корни собственные, для урожая.
А сейчас перед нами прекрасный сорт под названием «Памяти учителя». Автор селекции Павловский Евгений Георгиевич. На нашем винограднике этот куст уже плодоносит лет 10. А я сейчас бегло просчитал, где-то 35 гроздей мы оставили. Срок здесь ультраранний. Он уже давно созрел. На вкус сладкий. Особого хруста нет. Плотная мясистая мякоть с хорошим сахаронакоплением. Треска здесь тоже мы не наблюдаем. Поэтому уже лет 10 плодоносит на нашем винограднике, и дальше мы будем с ним работать. Квартет Калугина Виктора Михайловича с очень ранним сроком созревания. Лоза прекрасно вызревает, все чисто, как и везде, никакого пятнышка, никакой болезни, все нормально. А давайте попробую по вкусу и скажу, что здесь есть. Это, кстати, первое плодоношение, 3-й год вегетации этого куста. Очень сладкий, мякоть белая, по хрусту немножко есть хруст, мясистая мякоть и хороший сахар. Интересные были ягодки, когда он только-только наливался, и здесь были вмятинки, как на Sweet Sapphire. Мятинки немножко затянулись, на некоторых еще есть, но незначительно. Очень ранний срок созревания – это большой плюс. Хороший сахар – большой плюс. У коллег видел урожайность, то есть большие грозди. Будем надеяться, что с годами мы получим хороший урожай. Следующая гибридная форма, которую хотим вам представить, это Нельсон, автор селекции Бурдак Александр Васильевич. На нашем винограднике уже живет лет 8, плодоносит регулярно, грозди небольшие, но что здесь нас привлекает, это его вкус. Хороший вкус, хороший мускатный вкус. Сейчас попробую ягоду. Хороший мускат. Косточки уже темнеют, мякоть мясистая, но не жидкая. Бывает жидкая мякоть, здесь просто мясистая мякоть и вкусный виноград. В принципе, этой формой мы довольны. Цвет он не зеленый, вот чем дальше, чем больше он висит, тем больше набирает желтый цвет. И привлекательный цвет, особенно для рынка. Итак, перед нами гибридная форма Зоренька. Автор селекции Баранов Виктор Петрович. Зоренька очень раннего срока созревания. Вкус гармоничный, хорошо набирает сахар. Лоза пошла на вызревание, лоза чистая, уже светлая, идет на вызревание. По вкусу, вот здесь еще одна гроздочка, уже доедаем мы ее. Сейчас скажу вам. Хорошая гармония. Но некоторые наши коллеги говорят, что здесь должен быть фруктовый, не то персик спелый, не то что-то такое, но я пока не ощущаю, потому что полной зрелости пока нет. Кустик слабенький, не стали много оставлять урожая. А следующая гибридная форма, которая перед нами, это Каталония, автор селекции Бурдак Александр Васильевич. Срок созревания очень ранний, ягода нарядная, товарная, грозди здесь небольшие, поэтому мы все, что завязывается, весь урожай оставляем. Где по 2 гроздочки, где по 1, все оставляем. По вкусу муската здесь нет, хруст хороший есть. Мякоть такая белая, плотная, и нету такого сока, чтобы он тек, то есть мешочка здесь нет. Единственный еще недостаток в этой форме – лоза не так хорошо вызревает сейчас. Вот смотрите, лоза сейчас зеленая, но надо урожай снять с куста, и лоза тогда пойдет лучше на вызревание.
Очередная гибридная форма, можно сказать, шедевр на нашем винограднике. Посадили себе второй куст, и мы им очень довольны. Очень раннего срока созревания – это форма Вишневецкого Николая Павловича. С хорошим урожаем или с хорошей нагрузкой. Ягоды ровные, вкусные, сладкие, ароматные. Вкус здесь гармоничный, но здесь хорошая гармония. Сейчас протру пруин. Желтая ягода, ровная и очень-очень довольны. Попробую на вкус. Хруста нет, мякоть белая, плотная, не течет сок. Вот надавливаю, не жидкая, но вкусная и хорошая гармония. Что означает хорошая гармония? Это когда кислота и сахар в хорошей пропорции, и приятно кушать такую ягоду. А сейчас перед нами гибридная форма с интересным названием «Подарок любимой» народной селекции. Ну, так он пришел к нам на участок. Сейчас вы видите сигнальное плодоношение на одном из рукавов. Это прививка прошлогодняя. В этом году он дал сигналку. Заявлено, что здесь ранний срок созревания и должен быть мускат. И попробуем. Вы знаете, легкий мускат уже есть, но ему бы еще чуть-чуть повисеть. Я думаю, что мускат будет лучше слышно. Но сейчас легкий мускат. А сейчас перед нами Кишмиш Цимус, автор селекции писанка Олег Михайлович. Срок созревания очень ранний. Вы знаете, он давно уже созрел и, можно сказать, уже набрал свои ароматы, свои вкусовые качества. Сейчас попробую. Очень сладкий мед. И во вкусе какой-то цитронный привкус. Мякоть здесь мясисто-сочная, то есть она не хрустит. Здесь есть маленький рудиментик. Можно сказать, что где-то 2 класса бессемянности, то есть большой косточки нет. Обычно кишмиш цимус у коллег я видел большие грозди. То есть это на прививке, это еще не показатель, но мы уже посадили его в корне в собственном варианте. И мы очень довольны. Натали. Следующая гибридная форма Калугина Виктора Михайловича. Уже как несколько дней созрела и с хорошим сахаронакоплением. Грозди нарядные, вкус здесь гармоничный. Но скажу вам так, не всем нравятся мускаты. Некоторые говорят, любой вкус, только не мускат. Ну, это личное восприятие. Хотя я лично люблю и мускаты, и гармонию я люблю. Сейчас попробую на вкус и на сахар. Вкус хороший. Немножечко бы по мне, я люблю, чтобы аж слипалось, по мне бы немножко бы еще бы сахара. Но моя жена сказала бы уже приторно. Но это личное восприятие. Что я могу сказать по этой форме? Грозди небольшие, но можно оставить даже по 2 гроздочки. В принципе, сортом мы довольны. Ну что, и напоследок на закуску оставил один из тоже вкусных сортов под названием Эльдорадо. Автор селекции Кашич Владимир Петрович. Срок созревания очень ранний, вкус мускатно-фруктовый. Сейчас попробую, вот ягодку сорву вот здесь, вот так вот. Глаза закрываются, и просто такой хороший мускат, хороший аромат, фруктовые тона. Эта форма заявлена с повышенной морозостойкостью. Лоза светлая, вот уже желтенькая, начало августа, идет на вызревание. Корни собственный куст уже посадили мы на своем участке. И сейчас мы видим одну сигнальную гроздь на прививке. Ну что, давайте здесь остановимся. Сейчас мы с вами увидели
обзор ультраранних и ранних сортов винограда, которые созрели на начало августа. Некоторые созрели, некоторые уже перезрели. Обзор второй части скоро тоже выйдет на наш экран, и в ближайшее время мы будем снимать тоже ролики и выставим вам на обозрение. Пользуясь случаем, хочу также сказать, что мы начали уже с нашего участка продавать ягоду. А если вы хотите столовый виноград покушать или какое-то мероприятие у вас, телефон сейчас вы видите на экране. Пожалуйста, вы можете звонить, приезжать к нам домой, дегустировать прямо с куста свежий, ароматный, вкусный, сладкий виноград. Мы вместе с вами нарежем, и вы можете приобрести для себя, для своей семьи или друзей. Также, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы начали принимать заказы на весну на вегетирующие саженцы. Обычно осенью мы отсылаем саженцы с открытыми корнями. Весной будут вегетирующие саженцы в контейнерах и только самовывоз. Если вы готовы, если вы хотите приехать к нам на виноградник, продегустировать ягоду и то, что вам нужно, заказать, и лично для вас мы вырастим определенные сорта. Надеемся, ролик был интересным для вас. Понравилось? Ставьте палец вверх. Если вы не подписаны на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь. Самое вкусное, сладкое, ароматное еще впереди. Как обычно, хотим пожелать вам крепкого здоровья, вам и вашим близким. Пожалуйста, берегите себя. Успехов!